Привет, друзья! Сегодня на обзоре камера от компании Foxeer Cat 3. Камера поставляется в стандартной красной коробочке для компании Foxeer. Внутри находим несколько наклеечек. Сверху лежит сама камера. Вот такая вот она, белого цвета у меня. Под поролоном находится бокс с дополнительными аксессуарами. Здесь присутствует у нас джойстик для настройки камеры. Есть силиконовый провод. И, конечно же, немножко винтиков и шайбочек. Камера Foxeer Cat 3 обладает низкой задержкой, сенсор CMOS 1/3 дюйма, 1200 ТВЛ, высокая светочувствительность 1/100 люкса, линза установлена 2,1 мм с технологией Starlight и обладает большой апертурой. Диапазон напряжения от 4,5 до 20 вольт, поэтому максимум 5 банок входное напряжение. Помимо этого есть функция OSD для отображения напряжения, времени и названия. Камера универсальная, форматы PAL NTSC и формат изображения 4:3 16:9 поддерживается. В настройках выдержки яркость 13, режим Globe, можно выбрать FLC, BLC. В расширенных настройках присутствует режим затвора, стоит в режиме авто. В дополнительных настройках все находится в режиме авто. Баланс белого в режиме ATV, можно переключиться в ручной и выбрать значение. Настройки Day and Night, режим External, можно выбрать авто, цветной, черно-белый. В настройках изображения все параметры в режиме авто, контрастность, четкость, усиление цвета, шумоподавление в ручном режиме, выбрано значение 0. В видеонастройках мы найдем переключение стандарт, HD формацию OBS, VDR включен. В специальных настройках соотношение сторон 4:3, рекомендую использовать именно его. Можем включить вывод имени, напряжение, таймер. Присутствуют пресеты, но они здесь не работают. Присутствует множество языков, в том числе русский, но я рекомендую использовать английский. Сброс настроек на заводские. Сохранить и выйти, и выйти. Ну что ж, друзья, вы видели тестирование камеры. И что я хочу сказать в заключении. То, что в дневное время суток камера показывает хорошую детализацию и прекрасную цветопередачу. В ночное время суток хочу отметить следующие нюансы. Здесь картинка получается не такая четкая, нежели чем у предшественницы. Что касается самой светочувствительности, то да, здесь картинка получается немного более освещенная, более светлая. Переходите по ссылочкам, которые будут в описании под видео, тем самым поддержите в развитии канал. Подписывайтесь на новые видео, пишите комментарии, оцените видео лайком. Переходите в Instagram, чтобы узнать, что будет в дальнейшем на обзоре. В социальных сетях я публикую интересные купоны и предложения. Покупайте с кэшбэк-сервисом от Letyshops, и с ним вы сэкономите дополнительно от 3 до 5%. И до новых встречных видео. Всем пока!